Операция против Ирана завершена. Сенсационное заявление из-под стен Белого дома. Громкий скандал. Обыски в резиденции президента. Следователи постучались к главе государства. Дело о вероятном отмыве денег на торжественных похоронах. Детали. Арсенал вооружения уничтожен. Масштабный удар по скоплению войск с западным оружием. Обогащение. Коррупционная жизнь украинских военкомов. Фигуранты дел на миллионы гривен. Опубликована статистика. Путину не победить в Украине. Мерц обратился к Кремлю. Резкое усиление украинской армии. Новые контракты Киева с Берлином и Осло. Новый игрок на политической арене. Готов ли бывший глава ГУР Буданов заменить на позиции Зеленского? Пристальное внимание западной прессы. Что пишут? Операция армии РФ за пределами страны. США подняли авиацию. Хрюканье в польском сейме. Удар по рейтингам Кремля и обращению к Путину. Услышит ли призыв пересмотреть свое окружение и ложные доклады? Об этом не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Премьер Италии брошена в черный список. Трамп пошел против Джорджии Мелони, которая еще недавно симпатизировал. Иран мог бы уничтожить Италию за считанные минуты, заявил он. Слова президента США цитирует итальянская газета «Корьере делла Сера». Публичный скандал между лидером Белого дома и премьером Италии начался после того, как Мелони раскритиковала Трампа за нелестные высказывания о Папе Римском и назвала подобные вещи неприемлемыми. «Я думал, она смелая, но ошибался», заявил Трамп, обвинив Мелони в том, что она вместе с НАТО не хочет помогать США в противодействии иранской ядерной программе. По словам Трампа, единственное, что здесь действительно неприемлемо, это сама Мелони, поскольку ей, как выразился американский президент, безразлично, будет ли у Ирана ядерное оружие или нет. Она больше не та же самая женщина, и Италия больше не будет той же страной, говорит теперь американский президент. Иммиграция убивает Италию и всю Европу. Трамп просит не расходиться. Скоро мир увидит новые переговоры. В интервью журналистам Нью-Йорк Пост он внезапно заявил, что переговоры США и Ирана могут состояться уже в ближайшие часы и, возможно, в Пакистане. Он прямо дал понять, что все решает фигура пакистанского фельдмаршала Асима Мунира, которого он назвал фантастическим. По словам Трампа, именно благодаря Муниру Пакистан стал главной площадкой для переговоров. Корреспондентам Нью-Йорк Пост Трамп посоветовал оставаться в Исламабаде. Цитирую. «Вам стоит оставаться там, правда, потому что что-то может произойти в ближайшие 2 дня, и мы больше склоняемся к тому, чтобы поехать туда», — сказал он. «Это более вероятно. Знаете почему? Потому что фельдмаршал отлично справляется со своей работой». Напомню, ранее в прессе появлялась информация о том, что переговоры пройдут в четверг, 16 апреля. На повестке дня, конечно же, ядерная программа Ирана и судьба Ормузского пролива. В США заявляют, он на замке и мышь не проскочит. Центральное командование Вооруженных сил Америки накануне отчиталось о полнейшей блокаде. Несмотря на то, что по данным трекинга, блокада все же была прорвана несколькими судами, в частности китайским. Несмотря на это, в Вашингтоне заявили, что США подняли авиацию. И не только. Более 10 тысяч американских моряков, морских пехотинцев и военнослужащих ВВС, а также свыше десятка военных кораблей и десятки самолетов выполняют задачу по блокированию судов, входящих и выходящих из иранских портов. В течение первых 24 часов ни одному судну не удалось пройти через американскую блокаду, и 6 торговых судов выполнили указания сил США развернуться и вернуться в иранский порт в Оманском заливе. Тем временем в США впервые за 30 лет прошли прямые переговоры Израиля и Ливана. Во встрече участвовали послы 2 стран, а также госсекретарь США Марко Рубио, который назвал диалог историческим шансом для выхода к прочному миру. Напомню, Израиль требует полного разоружения Хизбаллы и не исключает будущего мирного соглашения. Ливан требует полного прекращения огня. Все стороны согласились начать прямые переговоры в согласованные взаимно сроки и в согласованном месте. И уже за полночь из-под стен Белого дома прилетела сенсационная новость. Операция США против Ирана завершена. Об этом заявил Трамп в новом интервью каналу Fox News, в частности, ведущей Марии Бартиромо. Она анонсировала выход полного интервью в ближайшее время. При этом заявление звучит так.
Я только что вышла от президента. Это было отличное интервью. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одно скажу напоследок. Я спросила его: «Господин президент, вы все время говорите о войне так, будто она уже была». Я спросила: «Она завершена?» Он ответил: «Она закончилась». Как вы воспринимаете это заявление и как считаете, как скоро Трамп может изменить свое мнение, или же это окончательное решение? В ЕС оговорились, когда речь зашла о первом транше для Киева в рамках кредита в 90 миллиардов евро. Накануне, отвечая на вопрос о начале кредитования Украины, спикер Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что первый денежный перевод ожидается только во втором полугодии 2026 года. И чтобы запустить этот процесс, по словам представителя ЕС, остается принять еще 3 документа. Финализировать меморандум о взаимопонимании, который станет основой канала макрофинансовой помощи в рамках этого пакета, обновить план Украины в рамках механизма Ukraine Facility, через который ЕС собирается предоставлять бюджетную поддержку Украине, и подготовить кредитное соглашение. Чуть позже Уйвари сказал, что оговорился. Первые выплаты начнутся во втором квартале, то есть в апреле-июне этого года. И мы, разумеется, ожидаем, что все лидеры ЕС и все государства-члены выполнят взятые на себя обязательства. Мы остаемся привержены цели осуществить первый транш в рамках этого пакета во втором квартале текущего года. И если позволите напомнить слова президента фон дер Ляйен, она сказала, что мы доставим этот кредит так или иначе. Путину не победить в Украине. Такое заявление сделал Берлин. Фридрих Мерц обратился к Кремлю после того, как принял Зеленского с визитом. Накануне Украина и Германия подписали 10 соглашений. Все они касаются усиления армии. Речь о системах ПВО, боеприпасах и обмена данными. Цитирую. Это стратегическое партнерство с Украиной. С первого дня мы наполним его реальным содержанием. Это четкий сигнал в сторону Европы и такой же четкий сигнал в сторону России. Мы и дальше будем поддерживать Украину. Россия должна как можно скорее закончить эту войну. Россия не имеет шансов победить в этой войне. Одной из тем, которую также активно обсуждают в сети, это заявление Мерца и Зеленского касательно мужчин призывного возраста. Мерц подчеркнул, что Германия поддерживает усилия Украины по ограничению выезда таких граждан и считает это необходимым для обороны страны и сохранения единства общества. Мерц при этом хочет способствовать возвращению домой тех, кто все-таки находится в Европе и в Германии в частности. Зеленский, в свою очередь, заявил, что многие мужчины выехали с нарушением закона, и вопрос их возвращения должны заниматься соответствующие органы, поскольку Украине нужны ресурсы для ротации военных. А вечером 14 апреля Зеленский сделал еще один шаг. Уже в столице Норвегии, в Осло, он подписал декларацию об оборонном партнерстве. Киев и Осло, как заявляется, займутся совместной разработкой дронов. Новый игрок выходит из тени. Внимание западной прессы в последние недели приковано к новому главе Офиса президента Украины. Кирилл Буданов неожиданно вошел в политическую элиту Украины, пишет Bloomberg, и уточняет, что это событие вызвало волну обсуждений о возможных политических амбициях генерала. Сам Буданов в интервью изданию заявляет, что сейчас сосредоточен на войне и не думает о выборах. В материале говорится, что Буданов при этом с интересом относится к Наполеону Бонапарту, как к выдающемуся военному и политическому деятелю. Он особенно отмечает поход 1812 года и захват Москвы, а также то, что Москва была уничтожена пожаром. В то же время Буданов подчеркивает, что не одобряет действия Наполеона, поскольку тот воевал и против украинских земель. Авторы издания также пишут, что на новой должности Буданов демонстрирует жесткий, прагматичный стиль и делает ставку на переговоры и факты. Его считают более понятным и эффективным для союзников переговорщиком. На фоне бывшего главы Ермака Буданов выглядит заметно более популярной фигурой и пользуется большим доверием, в том числе среди представителей переговорной группы России, говорится в материале. Рост его рейтингов усиливает разговоры о том, что он может стать одной из ключевых фигур будущей украинской политики. На вопрос, готов ли Буданов заменить Зеленского, он ответил так. Пока выборы в Украине запрещены в условиях военного положения, но Зеленский пообещал США провести их как можно скорее после достижения прекращения огня с Россией. Депутатам поручено подготовить соответствующие законодательные поправки. Может ли он баллотироваться в президенты, когда придет время? Это интересный вопрос, сказал Буданов. Следующий.
Зона расширяется, потери территории. Армия РФ выполняет приказ Путина, который он отдавал в конце прошлого года. Речь о расширении буферной зоны на северо-востоке Украины. Deep State сообщает о потере ряда населенных пунктов вдоль государственной границы в Сумской области. Накануне я рассказывал о непростой ситуации в районе Миропольского, где ВСУ пришлось отойти на заранее подготовленные рубежи из-за интенсивности наступления РФ. Об этом говорилось в заявлении 14-го армейского корпуса. На этот раз аналитики Deep State пишут, что под контролем россиян уже фактически 150 квадратных километров территории. Речь о линии от Миропольского до Гробовского. Цитирую. На текущий момент вновь сформированная зона контроля и инфильтрации противника, красная и серая зоны, вдоль границы в Сумской области составляют около 150 квадратных километров. Силы обороны осведомлены о планах противника, следят за развитием событий и пытаются противодействовать расширению контроля. Однако главный вопрос – кто должен был заметить это раньше и предотвратить появление этой угрозы? Стороны при этом обмениваются ударами после заявления украинского Минобороны о том, что российская армия устроила охоту на мобильные огневые группы ВСУ с помощью ударных дронов. ВСУ устроили охоту на ударные дроны России. Генштаб заявляет, франко-британскими ракетами «Скальп» уничтожен целый арсенал оружия. Речь о складах с беспилотниками в районе Донецкого аэропорта. И не только, цитирую. Удар был нанесен подразделениями воздушных сил Вооруженных сил Украины с применением крылатых ракет «Скальп» и управляемых авиационных бомб GBU-39. Ударными украинскими БПЛА поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовская Запорожской области, Урзов и Куликовская Донецкой области. При этом Россия подняла авиацию и нанесла удар по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области. В сети уже опубликованы кадры прилета 6 авиабомб. Украинские военные говорят, что этот удар РФ нанесла с целью затруднить логистику украинской армии. Масштабный удар России был нанесен и по инфраструктурному объекту в городе Днепр. Известно о 5 погибших и 3 десятках пострадавших. В городе 15 апреля объявлен днем траура. В Украине каждый 10-й руководитель областного военкомата – фигурант уголовного дела. Об этом свидетельствуют данные расследования телеканала «Суспильне». Журналисты проанализировали имущественное состояние 62 руководителей областных ТЦК, которые занимали свои посты с 2022 по 2026 годы. Результаты таковы. 10% военкомов стали фигурантами уголовных дел, в том числе по статье о незаконном обогащении. Фигурантами самых резонансных расследований стали бывшие руководители Одесского, Черкасского, Ровенского, Запорожского, Харьковского и Закарпатского облвоенкоматов. Также в материале говорится, что 29 начальников ТЦК за время войны приобрели активы, стоимость которых укладывается в их официальные доходы. И только 27 человек вообще не обзавелись дорогостоящим имуществом. По результатам мониторинга образа жизни в адрес специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции направлено 9 обоснованных заключений с выявленными признаками незаконного обогащения по статье 368.5 Уголовного кодекса Украины на общую сумму почти 368 миллионов гривен, говорится в ответе на запрос редакции расследований Суспильного. Обыски в резиденции президента. Громкое дело. Следователи пришли к Макрону. Документы, хранящиеся в Елисейском дворце, нужны для расследования дела о многолетних госконтрактах на церемонии пантеонизации, торжественном переносе останков выдающихся деятелей в пантеон. Речь идет о тендерах, которые с 2002 по 2024 годы почти без перерыва доставались одной и той же компании. По данным следствия, каждая такая церемония обходилась государству примерно в 2 миллиона евро, а теперь проверяются возможные фаворитизм, коррупция, незаконный конфликт интересов и торговля влиянием. Сотрудники финансовой и антикоррупционной полиции прибыли в президентскую резиденцию, но внутрь дворца их не пустили. Елисейский дворец заблокировал доступ, сославшись на статью 67 Конституции Франции, которая защищает президента и связанные с ним помещения во время срока полномочий. Однако полностью отмахнуться не вышло. Следователи получили часть того, что хотели. Сам Елисейский дворец утверждает, что сотрудничает с правосудием, но только в тех рамках, которые допускает Конституция. Тем не менее, по нашей информации, личные компьютеры были добровольно переданы следователям в соответствии с требованиями следственного судьи. Каждый раз, когда судебные органы запрашивают это, Елисейский дворец старается сотрудничать.
Операция армии РФ за пределами страны. Госдума разрешила Путину вводить войска в любые страны. Законопроект одобрен пока в первом чтении, сообщают Россми. Документ фактически развязывает руки Путину и позволяет применять российские вооруженные силы за пределами страны. Закон объясняют необходимостью защищать россиян в случае их ареста или преследования за границей. Но при чем здесь армия и как она будет защищать арестованных за рубежом, в законопроекте не уточняется. Решение уже разбирают юристы-международники. Те считают, что за подобными действиями может скрываться совсем иная цель. В частности, Кремль может воспользоваться этим законом, чтобы оберегать свой теневой флот. Но в первую очередь, предполагают эксперты, законодательные изменения направлены на защиту самого Путина и его сторонников, которым за границей грозит арест. Хрюканье в польском сейме. Депутат парламента Польши, лидер оппозиции Ярослав Качинский поделился личным опытом и наглядно показал, как вести себя при встрече с диким кабаном. Об этом сообщает Polsat News. Отвечая на вопрос журналиста о самых эффективных методах борьбы с растущим количеством диких кабанов в Варшаве, Качинский рассказал про свой отпуск в 1992 году в лесистой местности, где обитали кабаны. Послушайте. И тогда лесники сказали мне: можете там ходить, только если идут кабаны, даже большим стадом, нужно идти на них, нельзя пугаться. Самцы могут развернуться и так похрюкивать. Ну и у них есть клыки, но все равно нужно идти на них. Я так делал и, как видите, жив. Россияне боятся Путина. Российская блогерша Виктория Боня записала видеообращение к Путину от имени всех граждан РФ. Она заявила, Путин не в курсе проблем своего народа, потому что его окружение скрывает правду. Россияне, в частности блогеры, артисты и даже губернаторы, боятся Путина, говорит Боня. Она перечислила 5, по ее мнению, насущных проблем в России. Это наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей и моря в Анапе, забой скота в Новосибирской области, уничтожение животных из Красной книги и интернет-блокировки. Ограничения в сети сильно ударили по малому бизнесу, считает блогер. В итоге россияне массово гуглят, как уехать из страны, сказано в обращении. И самые популярные запросы сейчас, уверяет Боня, как переехать в Самарканд или Минск. Вам неправильно доносят информацию. Вас боятся. А я вам расскажу, как есть. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий и сделаете репост. До встречи уже завтра.